Итак, пойдемте далее. Так. Честно, вот я не могу даже читать ваши вот эти эпитеты. Трайпады Кришна. Хорошо. Добрый вечер. Благодарю вас за возможность снова задать вопрос. Расскажите, как расширить ясновидение? Никак. Никак не расширить ясновидение. Ясновидение либо есть, либо нету. И оно само усиливается. Если тебе дано, оно усиливается. Если не дано, ты хоть прыгай до потолка, хоть с этим бубном ходи, стучи себе по голове, ничего не расширится. Нигде. Расскажите, как расширить ясновидение. Да, уже когда он есть по рождению, невозможно. Если он есть по рождению, его расширять не надо. Если его надо расширять, значит, его нет. Значит, вам просто показалось. Ритуалы на усиление ясновидения и поклонение богам помогают. Спасибо. Помогает только тем, у кого оно есть. Если вы задаете такой вопрос, у вас нет ясновидения. Увы. Или к счастью. Как вы пришли к такому широкому ясновидению? Никак не пришла. Оно само ко мне пришло. Представляете? Вот само вот дано мне с рождения это и все. Я уже рассказывала, как в 6 лет с чем-то просто увидела, открыла стакан и посмотрела, и увидела у своей двоюродной сестры большую любовь и много чего еще. И все были удивлены друг на друга, посмотрели. А еще во время урока сказала своей учительнице о том, кто убил ее брата, как убили, где, какие имена, я их имена даже назвала. У нее из рук упали книги, поскольку моя мама и бабушка работали в школе, мама была зауч, бабушка была классный руководитель, конечно же, меня там чуть не прибили. Что вот со своими глупостями лезешь, кто тебе вообще дал право и так далее. Но это было с малых лет, поэтому это должно было усилиться, плюс знания, плюс возраст, опыт и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, это все в одну кучу усиливает и тебя, и то, что ты видишь, ты уже осознанно понимаешь, что это такое. Если раньше я видела и не понимала, как это говорить, и что это такое, да, и каждому говорил, вот я у тебя так вижу, то вижу, странно на меня смотрели, через месяц проходили еще спрашивать с конфетами, с этими, а что еще скажут, а чего, а где. Вот. Я не осознавала, что этого делать нельзя. Если у тебя не просили, не надо всем говорить об этом. А потом с возрастом, конечно, я стала мудрее. Я поняла, как это, что это означает, к чему мне это пришло. Вот и все. А ясновидение невозможно расширить, усилить, улучшить. Оно дано. Что может блокировать ясновидение? Ничего не может блокировать. Абсолютно совершенно, если оно у человека есть. Есть люди, которые как открытую книгу читаешь, а есть по крупице приходится тянуть. Вы не читаете ни как открытую, ни как тянуть. Можете на меня обижаться, можете не обижаться, это ваше право. Я не вижу, что вы можете кого-то как открытую книгу читать вообще. Хочется услышать от вас ответ, потому что к другим источникам нет доверия. Благодарю. Нет у вас ясновидения. У вас может быть очень хорошее внутреннее видение. Это разные вещи. Это относится и к психологии, это относится и к жизненному опыту, это относится и к тому, что какие-то образы вам приходят, как человеку развитому, да, который понимает. Ну, например, знаете, как вам сказать? Вот некоторые мне говорят, а вот на расстоянии ли сильно видно, или вот как бы... когда по фотографии, да, по фотографии или по человеку. На расстоянии я трачу больше сил, больше энергии, и на расстоянии более честно я вижу, чем когда человек напротив меня сидит. Знаете почему? Я вам сейчас объясню. Если человек эрудированный, сильный, если человек развитый, если человек разносторонне начитанный, он очень много знает. И вот образ того человека, который пришел и сел напротив меня, а меня много раз пытались обмануть. Приходили вся в золоте, обвешанные. А вот что вы скажете, я хочу свой бизнес вести. Я говорю, какой бизнес, если у вас все, что на вас есть, это ваши сестры и тетки. И у него открывается рот полметра. А как вы поняли? А очень просто. Я чувствую, что это чужая энергетика. Зачем ты одела и пришла? Но это меня уже сбивает с толку. Я очень много рассказываю, но могла бы рассказать другое.
Приходит человек, садится напротив тебя. Ногти желтые. Просто желтизна ногтей, да? Ты не можешь не заметить. Ты разговариваешь, ты видишь желтые ногти, желтое лицо, окрас. Что это означает? Это означает, что у этого человека желчным пузырем, вообще с желчью большие проблемы. Кроме того, что это механическая желтуха, это еще может быть болезнь кожи, внутренняя болезнь. Запах, исходящий от человека. Я извиняюсь, что так говорю подробности. Волосы неухоженные и так далее, и так далее. Глаза красные уже наводит на мысль, что этот человек интеллектуально работает, значит, возле компьютера сидит. И это тебя сбивает с толку, понимаете? Когда ты видишь образ человека, который пришел и сел, ты уже по этому образу, отталкиваясь, начинаешь говорить много чего того, что просто его физиология тебе показывает. И вот поэтому многие, те, которые смотрят или приглашают кого-то на личный прием, считают, что это их ясновидение. А на самом деле это просто эрудированность. Ты много читала, много знаешь, много интересно. Приходит женщина: ой, мой муж офицер, вот я хотела это самое. Все. Тут ясновидение не нужно, тут обычная психология. Офицер. Значит, они переезжают отсюда туда, оттуда сюда. Значит, у этой женщины сексуальная жизнь очень не то. Потому что офицер вечно то на службе, то он служит государству. Значит, она в кого-то влюбилась, потому что ей не хватает нежности и любви. Так? И ты говоришь: у вас есть любовник? Да, как вы поняли? Вот я к чему. А когда издалека ты смотришь фотографию, вот отправляет тебе человек фотографию, да? Ничего не говорит о себе совершенно. И ты по фотографии начинаешь рассказывать всю его судьбу. Вот это ясновидение. Я не говорю, что те, которые лично приходят, на самом деле я ничего там такого не говорю. Нет, я много чего говорю. Но много чего говорю еще исходя из его тела. И его тело мне говорит о нем, об этом человеке. Понимаете? И если ты хороший психолог, вот почему в этих салонах, например, да, магии, все приходят туда, все равно ходят, люди говорят, что там фигня. А они: о нет, она правильно сказала, она сказала, что ты мало за собой ухаживаешь, ты себя распустила, да, и это, то. А тут не нужно быть великим ясновидцем, чтобы сказать женщине, у которой сальные волосы: женщина, вы себя распустили, у вас депрессия, вам плохо. Вот не надо здесь ясновидящим быть. Надо, если говорить такие стандартные вещи, общепринятые, она выходит в восторге. Боже мой, она все увидела, все. Она сказала: ты за собой не ухаживаешь, ты одеваешься неопрятно, ты вот это сам. И хочется сказать: женщина, подойдите, пожалуйста, к зеркалу, вы сами себе это все скажете в данный момент. Тут ясновидение не надо. Понимаете? И вот именно вот такие люди мне пишут: вот у меня есть ясновидение, я все вижу вот досконально, а вот некоторые вещи не вижу. Знаете, чего вы не видите? Вы не видите даты, имен, вы не видите прошлого, вы не видите четкие, ясные какие-то события в настоящем, потому что вы говорите с этим человеком не через ясновидение, а через психологию. Просто обычная человеческая психология. Поймите. Поэтому, пожалуйста, не воспринимайте то, что вы видите, как просто психолог, или как просто опытный человек, или как просто эрудированный, начитанный человек. Не путайтесь с ясновидением. Ясновидение – это имена, образы. Это очень четкие картины. Это до доскональности такие моменты в жизни человека, которые кроме вас никто не знал. А ты увидела и сказала. Понимаете? А то так, знаете, по-цыгански каждого поймать на улице, сказать: последнее время у тебя голова болит. До последнего времени у всех болит все. Вот, далее. Поскольку здесь вопрос уже почти заканчивается, я, наверное, этот ролик назову «Ответы на ваши СМС», да, так будет лучше. А тот ролик «Ответы на ваши вопросы». Давайте. Здравствуйте, Инга. Хочу сказать спасибо. Благодаря вашему ролику у меня все разложилось по полочкам в моей голове. В ваших роликах я находила ответы, причем очень четкие. Я сама удивилась, как такое возможно. Ваши ролики мне даны не случайно, не просто так. Меня интересуют такие вопросы. Может быть так, что потомки природной ведьмы могут стать родовыми? Нет. Не может быть. Они либо должны быть наученные ведьмы, либо никакие. Они родовыми быть не могут. Им уже изначально, что они природные, говорит о том, что на них уже эта сила осталась только в подсознательном уровне. Дальше не идет.
И еще моя прабабушка умела лечить детей и взрослых от испуга и передала эту способность моей маме, когда умирала. Мама отказывается этим заниматься. Не может такого быть. Может быть, она какие-то молитвы знала, читала, но чтобы она лечила, передала, и ваша мама отказывалась, такого быть не может. Абсолютно не может быть. Потому что то, что передано, оно настолько нахлёстывает изнутри. Хочет, не хочет, ваша мама будет этим заниматься. Хочет, не хочет. Отказаться от этого возможно без последствий. Вам не надо ни от чего отказываться, вам ничего не дано. Если вы спросили вначале, обратите внимание, природная ведьма может быть прирожденной или стать потомственной? Если она была природная, значит, ей не дано было лечить. Как же она может потомственной быть или продолжение дать после себя вам всем? Нет, не может быть такого. Итак, дорогие друзья, переходим к СМС. В общих чертах просто скажу, какие СМС я обычно получаю, и начну на них отвечать. Значит, первое, что мне часто пишут. Я так поняла, что 40-летние женщины после развода, после какой-то работы, вот вышли они в отпуск и не хотят обратно на работу. И думают, что бы мне такое сказать, сделать. Дай-ка я сейчас этой Хосроевой напишу, какая-то замечательная, хорошая, какая-то умница, разумница, какая-то прекрасная, лучше тебя нету, скажи, у меня есть сила. Ну, я же ее похвалила, она должна, по идее, вообще, если она не неблагодарная скотина, должна за все эти похвалы мне сказать, да, у тебя есть сила, ты можешь, лечи, вперед, я тебя научу. Но вот эта вот неблагодарная вот Хосроева берет и говорит, нет у тебя никакой силы, потому что если бы у тебя была сила, она бы проявилась давно, в 45 лет, 47 лет, 43 года, не проявляется никакая сила, товарищи, никакая. Первые мои заговоры, если бы вы читали, наивные такие детские заговоры к солнцу, обращение, еще что-нибудь, я совершенно не понимала, что это такое. Сейчас, когда я вспоминаю вот эти все тетради, как-нибудь попрошу привести, посмотрю сама и вспомню это все дело. Первые мои заговоры были в 9 лет, в 12 лет, в 13 лет вообще усилилось это все. То есть это все идет еще с малых лет. То, что я была странным ребенком, любого моего одноклассника поймай, спроси. Они от и до скажут. Сколько раз я их пугала, сколько раз я поднимала эту книгу рукой и так далее. Правда, сейчас такими вещами не балуюсь, потому что это забирает много сил, и смысла нет в этом всем. Но я очень много предсказывала и говорила. Меня считали очень странной. Некоторые говорили, что я религиозный фанат и так далее, и так далее. Я от и до знаю Библию. Я могу вам наизусть рассказать Библию, все стихи, все, что хотите. Я могу вам от и до истолковать Коран. Я могу вам рассказать Бхагавад-гиту. Потому что мне это было интересно. Я искала знания. Я хотела понять истину, правду, ложь, вымысел и так далее, и так далее. Поэтому, дорогие друзья, когда мне сегодня сказали, вот несмотря на то, что вы ведьма, вы такая хорошая, там, умная. А кто вам сказал, что ведьма – это какая-то тупоголовая кудалка, которая сидит на базаре и говорит, подходите, не стесняйтесь, у нас сегодня акции. Ведьма – это эрудированный человек, извините меня, ведающая, та, которая ведает, знает, она должна ведать, знать, как положено, и иметь свое представление обо всем, и об истории, и обо всем, о чем хотите, да? Пойдемте далее. Значит, что я хотела сказать? Да, СМС. Здравствуйте, Инга, вот мне вот сказали, я даже прочитаю, сейчас найду. Их великое множество, просто я, конечно, не буду называть имен, естественно, понятно. Значит, первое. Километровые, конечно, все это дело. Значит, очень долго меня мотало со стороны в сторону. Закалилась я. Активно долбит меня стали в 2008 году. Не знаю, кто там долбит кого. С этого времени моя жизнь кардинально поменялась. Такое ощущение, что меня вели духи рода к этому. И так далее, и так далее. Вот, и мы делать читки близким. Вы даже не представляете, какое это длинное сообщение. Это, наверное, если так
измерить полметра точно будет. Значит, меня рвет на части. Одна потомственная посмеялась надо мной, сказала, что эта прабабушка хочет мне передать силу и так далее. Вопрос мой короткий за все, это километровое письмо. Слово: сколько вам лет? 43. Отвечаю: в этом возрасте вы должны были быть уже известным практиком, а не начинать что-либо. Отсюда вывод: вам ничего не дано, нет у вас видимой прабабушки. Вопрос: а как же шаманские корни и то, что сказали шаманы? Мой ответ: сейчас много аферюк себя выдают за шаманов. Все. 43 года не может человек заниматься ведовством или начинать, или силы привели ее вот 43 года туда. 40 лет – это рубеж. К 40 годам все пройдено у ведьмы. К 40 годам пройдены все испытания, все трудности. И не начинается райская жизнь в 40 лет, но 40 лет – это рубеж. 40 лет у тебя уже все определено, ты уже знаешь, куда ты идешь, что ты делаешь, что ты хочешь, и как бы все. Мы вот ждем этот 40 лет как манну небесную, как избавление. Мы знаем, что 40 лет уже мы зрелые практики, все. Хотя мы до этого не хуже, но 40 лет – это рубеж. И чтобы это началось 43 года, ну, извиняйте. Далее читаем. Читаем далее. Так. Так, I'm sorry. Угу. Начинаем. Вам пишет ваша подписчица: извините, что обкрадываю ваше время, мне очень хотелось бы услышать вашего совета. Всего лишь однажды ходила к гадалке, остальных не уверена. У нас там, в общем, там-то нет гадалок, не будет. Ходила к гадалке, и она сказала, что хоровод душ за мной ходит. А что за хоровод, Бог его знает. Могу лишь сказать, что с детства вижу сущности, ощущаю их присутствие. Начинается. Сущности, присутствие. Вот. Иногда ко мне приходят души, но я впадаю в ужас, прогоняю их. Ты не сможешь прогнать эти души, если они действительно приходят. Вот никогда не сможешь. Ты просто закончишь Кащенко, если бы они правда к тебе приходили. Ты бы уже давным-давно стала душевно больной или одержимой. Но не можешь ты их прогнать. Нет у тебя ни такой власти, ни разрешения, если бы они к тебе приходили. Далее. А ведь так нельзя делать, кто сказал. Но спроси что-либо, у них от страха не получается. Сейчас они перестали ко мне приходить, может, потому что я их прогнала и притупляю свой дар. Ну вот ты не дар притупляешь, девушка, ты притупляешь свой мозг вот этим всем. Вот дар. Дар. Какой дар? Я бы сказала проклятие, а не дар. Какой дар? Дар – это то, что тебе дарят просто так, и ты за это ничего не отдаешь. А если ты отдаешь половину своего тела, это не дар. Ты за это расплачиваешься. Это начнем с этого. Сила, знание, предназначение, но не дар. Это смешно звучит. Далее. Человек настолько уверен в себе, я притупляю свой дар. Во-первых, откуда у тебя этот дар, чтобы притуплять? Пойдемте далее. Подружка спросила за меня, и ей сказали, что я вообще ведьма. Но особо сил своих не ощущаю и не понимаю. Дадите подсказку или совет, если вам не трудно. Я написала: больше этот бред мне не пишите. Все. Начнем с того, что сказали, что я ведьма. Вы знаете, ни одна уважающая себя ведьма или практик не будет всем на свете раздавать титулы ведьм. Я, наверное, самая жадная, алчная на свете, потому что я за эти годы, ну, может, 10 человек, в которых я увидела определенную силу, потенциал. Из них 3 обосрали всю малину, извините за выражение. 3 настолько быстро зазнались и посчитали себя великими, что ни хрена они не получили, ни знаний, ни ума, ничего, так и остались в том же положении. Все остальные просто берут, учатся, сами делают. В них это вложено изначально есть, и они дальше идут. И они у меня не спрашивают, вот ведьма я или не ведьма. Если нужно что-то, спрашивают, я им отвечаю. Все. Из всех многотысячной армии ведьм, ведунов, колдунов и магуев я увидела всего 10-11 человек с более-менее каким-то потенциалом ведовским. Теперь представьте, сколько
людей, которых тянет в ведовство, непонятно почему, как, для чего и так далее. Хотя для чего я могу понять? Я могу понять только, каким образом. Я уже еще раз повторяюсь и говорю, что им кажется, что это единственный способ, во-первых, улучшить свое финансовое положение, да, все нуждаются в помощи, все побегут. Вы поверите, что изначально, когда у меня это все начиналось, мне когда это нужно было делать, когда ко мне приходили люди, у меня такое было ощущение, что меня просто насилуют. Я настолько этого не хотела. Я знала, что я после этого буду лежать, что я буду восстанавливаться. Я пока научилась, поняла, как это скидывать себя, как счищать. Это все приходит методом тыка, знаете, проб и ошибок. Значит, если кто-то вам говорит, что вы ведьма, поэтому у вас проблемы, бегите от этого человека далеко. Это аферюка. Не может ведьма идти к ведьме за консультациями. Это раз. Если вам говорят, что вы расплачиваетесь за бабушку-ведьму, которая там вот это колдовала, вы сейчас платите, это аферюги, которым нечего больше сказать, которые ничего не видят. И первым делом запугивают вас тем, что вы ведьма, то есть у вас ведьма была в роду и так далее. Ничем наши дети не расплачиваются. Если эта сила нам дала, если она с нас плату взяла, все, на этом останавливается. Иначе не было бы вселенской справедливости. И я плачу, и мои дети будут платить за то, чего не просили. Согласны? Такого быть не может. Сила дала, сила разрешает делать все, что ты считаешь правильным. Эта сила тебя ведет. Если ты не прав, он тебе не даст это сделать. У тебя не получится. Если ты прав, у тебя получится. Поэтому никто не расплачивается ни за каких бабушек. Далее. Уже объяснила, что есть 3 типа ведьм. И если вам какие-то вещи сны снятся или что-то еще, это совершенно не говорит о том, что у вас есть сила, и вы должны уже бегом колдовать. Это говорит о том, что вы просто представители жреческого рода, и у вас просто очень сильное 7-е чувство, очень сильно развито вот это подсознательное вот видение. Все на этом. Далее. Ведьмам, колдунам подтверждение со стороны не нужно. Они и так знают, что у них есть сила. Они это развивают, идут вперед. Человек, который говорит, как мне открыть ясновидение? Вот я уже практикую, чищу, все такое. Ну вот, мне бы... Вот скажите, а сила у меня есть? Если человек практикует, чистить и так далее, видит мертвых, разговаривает, чуть ли не чай пьет с ними, зачем он ищет подтверждение? Вот если я вижу, да, я вижу себя в зеркале, я вижу, что я женщина, у меня черные волосы и так далее. Зачем я буду ходить и скажите, а я женщина, а у меня волосы черные или зеленые? Вот, а то я просто не знаю. Я смотрю, вроде черные, а вот вы подтвердите, пожалуйста. Это одно и то же, поверьте мне. Если у человека есть сила, ему подтверждение со стороны вообще ни к чему. Если человек видит мертвых, как говорит, да, если человек видит сущностей, если человек предсказывает, видит, вот сижу я и вижу сущность. Вот я вижу, я знаю, что я увидела. Мне нужно ходить к соседу Васе и сказать, Вась, скажи мне честно, я точно сущность вижу или не вижу? Есть у меня дар? Или хоть кому-либо? Мне это не нужно, товарищи, потому что я это вижу, я знаю, и я уверена в себе. Вот я, например, сейчас вам покажу кое-что. Одну секунду. Вот это маятник. Я уже показывала. Давайте еще раз покажу. Правда, я так обмотаю, чтобы он короткий был, чтобы вы видели, да? Руку мою видели в кадре и маятник. Всем видна моя рука? Это пока дрожание руки. Просто. Стой и остановись. А теперь я приказываю той силе, которая здесь есть. Крути маятник по кругу. Он остановился, сейчас будет крутить. По кругу. Сильнее.
Через экран мне трудно смотреть и говорить, указывать. Но я сейчас сверху посмотрю. Угу. Еще сильнее. Еще сильнее. Покажи всю силу. Вот так вот сделаем. Покажи всю силу. Вот, ему не свободно, когда я закрываю. Вот. Еще сильнее. Крути по кругу. Шире круг. Во, додумалась. Шире круг. Если вы заметили, моя рука неподвижна. Шире круг. Еще сильнее. А теперь ударяйся в статую. Ударяйся. Достань статую. Еще сильнее ты не достаешь. Еще сильнее ты не достаешь. Еще сильнее. Важно не просто крутить маятника, а чтобы он исполнял приказы, потому что крутить он может у многих получиться, это энергия. А вот когда он делает по твоему приказу то, что ты хочешь, свои движения, это другое. Дойди. Дойди до статуи. Сильнее. Сможешь достать? Не достаешь, короткое. Но дошел до статуи. Ну-ка, попробуй достать. Во! Отлично. Все. Теперь по кругу крути. По кругу. Вот, правильно. Отлично. А теперь остановись. У меня рука оттекла. Стой. Стой. Все, благодарю. Иди на свое место. Фух. Нет, Пусик, я это не тебе говорю на место. Сволочь. Итак, дорогие друзья, извиняюсь, очень много сил уходит, такие вещи забирает. Ой, фу. Я надеюсь, что я исчерпывающе ответила вам. Я просто прошу и умоляю на коленях, великие могуи, не занимайте мое время ерундой. Мне и так очень много людей пишут. Пожалуйста, не пишите мне о своих великих способностях. Будьте так любезны. Невзирая на то, что я миллион раз сняла уже и снимаю до сих пор, вы даже, глядя эти все ролики, все равно упорно пишете о своих способностях. Если вы спрашиваете о своих способностях, их у вас уже нету. Всем удачи и всех благ.